Друзья, привет! Спасибо, что вы вновь заглянули на мой канал. Меня по-прежнему зовут Юля, я журналист и режиссер, и я переехала в Испанию. Здесь я рассказываю о своем пути иммигранта, блогера, журналиста и женщины за 50, у которой, я надеюсь, впереди много всего интересного. А это видео я записала за несколько дней до 8 марта. И хочу с вами поделиться своим неоднозначным отношением к этому празднику. Дело в том, что мне всегда казалось странным, почему только раз в году мужчины как-то оживляются, начинают оказывать активные знаки внимания женщине, дарят цветы, приглашают в ресторан, дарят подарки, ну или готовят праздничный ужин. По мне, как для женщины, куда важнее какое-то спонтанное проявление внимания и любви, чем такое запланированное на главный женский день в году. Ну, а может быть, просто во мне говорит зависть, потому что у меня нет партнера, который там меня пригласит в ресторан, подарит мне красивый букет цветов. Но я не унываю, потому что 8 марта остается одним из самых любимых моих праздников, и его я называю День любви к себе, потому что в этот день мы собираемся с подружками и идем в спа, ну, с одинокими подружками, естественно. Идем в спа, и там себя ублажаем. И у нас и массаж, и сауна, и косметолог, и чай, и кедровая бочка. Это же, знаете, как нам, девочкам, необходимо любить себя и ухаживать за собой. Именно поэтому сегодня я решила тоже сделать День любви к себе и рассказать о 9 моих любимых, с моей точки зрения, самых лучших и эффективных антивозрастных средств испанского производства. Ну, почему испанское, наверное, вы догадываетесь, потому что я живу в Испании, это раз. А во-вторых, все-таки испанские бренды, они рассчитаны, учитывают особенности местного климата, а именно агрессивное солнце, жаркая погода, обезвоженность, и если вы живете на побережье, то и воздействие морской воды. В-третьих, мне кажется, что испанские бренды, в отличие от французских или корейских, не так раскручены и поэтому не такие дорогие. И с моей точки зрения они оптимальны по соотношению цены и качества. Но прежде чем перейти к моему топ-9 испанских антивозрастных средств, я хотела бы рассказать, по каким критериям я их отбирала. Хочу сразу сказать, что в моей косметичке нету дорогих люксовых салонных препаратов. Я не готова платить за бренд и упаковку, поэтому я предпочитаю либо какие-то бюджетные, такие масс-мартовские варианты, либо дерматокосмецевтику, то есть препараты, которые продаются в аптеках, салонах или в специализированных магазинах. В моем бьюти-арсенале всегда есть два вида уходовых средств. Первое – это средства для быстрого визуального эффекта холеной и увлажненной кожи. Как правило, это средства увлажняющие либо поддерживающие наполненность влагой кожи. И второе – это уже аптечная дерматокосметика, содержащая активные антивозрастные компоненты. Эти компоненты, как правило, имеют уже хорошую научную доказательную базу, то бишь эффективность их доказана. И вот два вида этих средств я всегда держу при себе. Первое – для того, чтобы выглядеть красиво и ухоженно. Второе – для того, чтобы реально предупреждать возрастные изменения кожи. При выборе обоих видов препаратов я смотрю на следующие вещи. Ну, первое – это, конечно, состав, концентрация активного вещества, а также наличие вспомогательных веществ, которые либо дополняют действие активного компонента, либо немножко его смягчают и уменьшают его агрессивное воздействие на кожу. Особенно это важно в случае с ретиноидами. Второй важный момент – это стабильность формулы. Вот для антивозрастных препаратов это просто принципиальный момент, потому что вот все эти компоненты, ретиноиды, витамин С, они очень быстро разрушаются под воздействием воздуха, солнца, света, различных температур, поэтому очень важно обращать внимание на стабильность формулы, чтобы вы как бы мазались не просто водичкой или каким-то неэффективным средством, а чтобы все-таки эти компоненты, которые, как правило, стоят недешево, работали.
Так вот, на стабильность формулы влияют два момента. Первое – это высокие технологии, которые позволяют компонентам глубоко проникать в кожу и не разрушаться под воздействием внешних факторов. И второе – это упаковка. Это, как правило, темное стекло, либо просто темная упаковка с дозатором, чтобы средство не контактировало с воздухом. Ну и, конечно, чисто такой тактильный эффект очень важен, то есть средство должно комфортно ложиться на кожу, не создавать какую-то жирную пленку, оно не должно скатываться под макияжем, не должно создавать ощущение стянутости. Для меня очень важно отсутствие аромата, я не люблю ароматизированные средства. Вот при выборе увлажняющих средств для меня важно, чтобы как можно дольше сохранялось вот это ощущение влажности кожи, а на эффект антивозрастных препаратов я смотрю, как правило, спустя 3 месяца. Вот. И еще немного расскажу о принципах ухода, антивозрастного ухода, лично моего за возрастной кожей. После долгих экспериментов с люксовыми препаратами, салонными препаратами, после использования разных инъекционных и аппаратных дорогущих методик у косметолога, я в итоге отказалась. От дорогой косметики, от частых походов к косметологу. К косметологу я хожу 1 раз в год для того, чтобы сделать ботокс и вколоть филлеры либо в носогубку и в губы от кисетных морщин. И все свои силы, время и деньги я сосредоточила на грамотном, интенсивном антивозрастном уходе дома. И, кстати, я хочу сказать, что вот этот эффект антивозрастного ухода дома я обнаружила совершенно случайно. 5 лет назад я сделала татуаж бровей и сделала фото себя любимой и отправила мастеру, чтобы она оценила результат татуажа. Потом, спустя 4 года, уже перед самым отъездом в Испанию, я решила обновить татуаж и снова сделала фото и снова отправила мастеру. И тут я увидела фото 4-летней давности и была в шоке, потому что моя кожа сильно изменилась. На меня смотрело 2 разных человека, а прошло-то всего лишь 4 года. И вот за эти 4 года я, как уже сказала, редко посещала, только раз в год косметолога, но зато эти 4 года были временем такого активного изучения антивозрастных компонентов, разработки лично для меня оптимальной схемы ухода, пробы различных препаратов. И вот за эти 4 года я вышла на такую, с моей точки зрения, для меня оптимальную схему. И это я увидела на фотографии. Чтобы сохранить интригу, я эти фотографии покажу в конце видео, а также в конце видео я вам предложу правильную схему ухода с использованием всех компонентов, всех препаратов, которые я сегодня вам перечислю. Итак, такая преамбула длинная закончилась. Надеюсь, она была для вас полезной. А сейчас мы переходим к моему топ-9, с моей точки зрения, самых эффективных и лучших антивозрастных препаратов испанских брендов. И начнем мы с первого вида препаратов, которые напрямую не борются с антивозрастными изменениями, но помогают коже выглядеть увлажненной, ухоженной, напитанной влагой. И самый первый препарат, о котором пойдет речь, самый бюджетный, стоит он 5-7 евро, и его можно купить в Меркадоне. Этот препарат – самый бюджетный серум Сесбелла Reaffirm. У меня здесь шпаргалка, я буду вам сегодня давать очень много информации, такой научной, поэтому я надену очки и буду в эту шпаргалочку подглядывать, если вы не против. Так вот, что входит в состав Сесбелла Reaffirm Serum? Диметилэтаноламин или коротко DMI – это такой главный подтягивающий компонент. Он создает очень быстрый эффект лифтинга. Вот эта пленочка, которая образуется после этого препарата, она так немножко его подтягивает, стягивает, что ли, кожу. И за счет этого ваша кожа собирается каркас. Ну, понятно, что это чисто визуальный косметический эффект, это не накопительный эффект, но для того, чтобы выйти в люди и выглядеть как звезда, почему бы и нет.
Следующий компонент – это органический кремний или знакомый нам силикон. Он помогает поддерживать плотность кожи, помогает, опять же, ей выглядеть собранной, поддерживает каркас дермы и улучшает ощущение упругости. Далее в препарате содержится гиалуроновая кислота, это увлажняющий компонент и разглаживающий мелкие морщины. Что касается стабильности формулы, то в этом препарате нет чистого витамина С, который очень быстро окисляется, нет ретинола, который требует сложной стабилизации. DMI, этот препарат очень стабилен в водных формулах, и из этого следует, что формула достаточно простая, технологически несложная и, в общем-то, стабильная. Для своей цены стабильность у нее прекрасная. Это вот не та капризная сыворотка, которая под воздействием солнца и воздуха теряет свои лечебные свойства. Что реально делает этот препарат? Он дает быстрый эффект подтянутости, улучшает тонус кожи, визуально освежает лицо и хорошо работает как база под макияж. Так, переходим ко второму увлажняющему, суперувлажняющему препарату от бренда La Cabine. Это такой масс-маркет от уходовых средств, но очень неплохой масс-маркет. Препарат называется 5X Pore Hyaluronic. Это тоже ампулы. И если говорить о философии La Cabine, то это активные формулы в формате использования курсами. Это доступная цена, очень понятные ингредиенты, такие как гиалурон, витамин С, коллаген, ретинол и такой эффект салонной ампулы дома. Опять же подчеркну, что La Cabine – это не дерматокосмецевтика, не дерматология, это такой косметический масс-маркет, но очень неплохой. Итак, что входит в состав 5X Pore Hyaluronic? Главная идея этого препарата – это 5 форм гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы. Сейчас я вам расскажу про эти массы, а потом объясню, зачем, собственно, 5 этих форм нужны. Высокомолекулярная гиалуронка, она работает на поверхности, создает упругость, уменьшает видимость морщинок и удерживает влагу. А низкомолекулярная гиалуронка, она уже проникает глубже, и она поддерживает увлажнение изнутри, и вот как раз создает этот эффект наполненности влагой кожи. А еще есть совсем малюсенькие молекулы, микро- и олигомолекулы гиалуроновой кислоты, практически осколки молекул. Вот они уже могут совсем глубоко проникать, а не просто создавать пленку снаружи, вот такую увлажняющую, хорошую пленочку. Вот эти молекулы, про которые я сказала, самые маленькие, они называются сигнальными. Мы, кстати, сегодня будем говорить об этих сигнальных компонентах, к ним относятся и пептиды, но о них мы поговорим попозже. Что такое сигнальные компоненты? Это те молекулы, которые не оказывают прямое воздействие на кожу, там, например, не увлажняют, не питают, а те компоненты, которые дают сигнал клетке работать активнее над той или иной проблемой. Так вот, если говорить о гиалуронке, о вот этих микро- и олигомолекулах гиалуронки, которые содержатся в этом препарате, то эти молекулы дают сигнал коже, которая начинает стимулировать и удерживать собственную влагу, мягко подталкивают клетки работать активнее и помогают поддерживать плотность кожи. То есть вот если совсем просто говорить, то крупная гиалуронка – это губка, которая держит воду, а маленькая гиалуронка – это такой будильник, который напоминает коже самой удерживать влагу. То есть вот сама идеология этого препарата, она направлена на многослойное увлажнение. Прекрасный увлажняющий препарат, особенно, опять же, если вы хотите выйти
с таким ухоженным лицом, сияющим в люди, эта формула очень подходит. Также, что можно сказать о стабильности формулы? Ну, гиалуроновая кислота – это очень стабильный ингредиент. В препарате нет капризных активов типа витамина С и ретинола. То есть стабильность препарата очень высокая для своей категории. Что реально делает этот препарат? Он быстро убирает ощущение сухости, делает кожу более гладкой, дает эффект наполненности, очень хорошо работает под крем и отлично работает после солнца. То есть после кожи, иссушенная солнцем, просто ждет, когда ее намажут этим препаратом. Третий препарат – гиалуроник концентрат от знаменитого испанского бренда Издин. Издин – это уже другой уровень препаратов, это уже дерматологический бренд фармацевтического уровня, это не масс-маркет и не бюджет. И философия Издина – это клинический подход, строгий контроль формул, большой акцент на фотозащиту и анти-эйдж уход и аккуратные, очень хорошо переносимые активы. Гиалуроник концентрат – это легкая увлажняющая сыворотка для обезвоженной и возрастной кожи. В состав гиалуроник концентрат входит гиалуроновая кислота, опять же, разной молекулярной массы. Поверхностная, которая разглаживает, и более мелкая, которая увлажняет глубокие слои кожи. То есть вот такая гиалуронка дает очень быстрый эффект наполненности. Далее в состав препарата входят морские компоненты биомарин, которые поддерживают барьер кожи и улучшают гладкость, и матирующие микрочастицы, которые создают очень хороший финиш. После него кожа выглядит ровной и поры визуально меньше. То есть вся формула препарата направлена на восстановление водного баланса кожи. Что можно сказать о стабильности формулы? Как мы уже говорили, гиалуроновая кислота – это стабильный актив, нет нестабильного витамина С. Упаковка замечательная, это непрозрачный флакон с дозатором, поэтому препарат не контактирует с воздухом. Формула не агрессивная, поэтому стабильность препарата высокая. Что реально он делает? Он быстро снимает ощущение сухости, делает кожу более гладкой, улучшает текстуру, дает, опять же, наполненный вид и хорошо работает под макияж. Четвертый препарат от того же бренда Издин – Melanclear. Melanclear – это уже осветляющая сыворотка, которая направлена на борьбу с пигментацией и неровным цветом кожи. Большая проблема для жительниц южных стран пигментация. Ее надо предупреждать, даже если у вас ее нет, все-таки надо ее обязательно предупреждать, а если есть, то активно лечить, потому что, как правило, моложавая кожа, она светлая и без пигментации. Вот пигментация, она старит очень, она делает тебя старше визуально. Что входит в состав препарата? Ну, понятно, что осветляющий комплекс – это ниацинамид, антиоксидант, производные витамина С и транексамовая кислота и другие ингибиторы меланина. Вот именно нарушение выработки меланина приводит к образованию пигментации. Вот этот осветляющий комплекс, он уменьшает выработку пигмента, осветляет уже существующие пятна и выравнивает тон. Также входят антиоксиданты, которые защищают кожу от окислительного стресса, который случается под воздействием солнца и плохой экологии. В состав препарата входит мощная увлажняющая база, гиалуронка, глицерин, смягчающие компоненты. Эта база очень важна для того, чтобы кожа не пересушилась во время осветляющего ухода. Что касается стабильности формулы, то используются стабильные формулы витамина С, которые не разрушаются от легкого ветерка. Нет агрессивных кислот высокой концентрации, упаковка очень хорошо защищает от света, и формула рассчитана на длительное применение. То есть стабильность этой сыворотки осветляющей очень высокая. Что реально делает эта сыворотка? Она постепенно, и, ребят, это не агрессивное воздействие, осветляет пигментные пятна, выравнивает общий цвет лица,
делает кожу более светлой и свежей и работает намного мягче, чем кислотные пилинги, то есть она не агрессивна. Как правило, эффект от этой сыворотки, исчезновение или просто уменьшение пигментных пятен виден через 6-10 недель применения. Пятый препарат очень-очень хороший испанский бренд, называется Marti Derm. Многие мои подписчицы о нем писали и говорили, и он этого достоин. Это Marti Derm – это испанский аптечный бренд, который стал известен именно благодаря ампулам с витамином С. Вообще этот антиоксидант имеет хорошую, прекрасную доказательную базу, является золотым стандартом в антиэйдж-уходе. И вот тут Marti Derm просто нет равных. Это уже уровень такой умной косметики. Так вот, я хочу вам посоветовать попробовать препарат, ампульный препарат Proteus Liposome Ampoules. Это более мягкая версия таких классических ампул бренда с витамином С, таких желтеньких. В его состав входит липосомированный витамин С. Это не чистая аскорбиновая кислота, а такая более стабильная формула в липосомах. Липосомы, они позволяют проникать глубже в кожу препарату, и они уменьшают раздражение, не вызывают такого раздражения. Что делает липосомированный витамин С? Он осветляет, выравнивает тон, работает как антиоксидант и поддерживает синтез коллагена. Также в состав препарата входят протеогликаны. Это компоненты, которые помогают удерживать влагу, поддерживают плотность кожи и усиливают ее наполненность влагой. Проще говоря, эти препараты поддерживают упругость кожи. Входит в состав препарата наша любимая гиалуроновая кислота, которая увлажняет и разглаживает мелкие морщинки. Стабильность формулы. Ампульная упаковка – это замечательно, потому что минимум контакта с воздухом. Липосомированная форма витамина С, она стабильнее классической, и формула разработана для ежедневного использования. То есть стабильность витамина С в ампулах Marti Derm очень высокая. Что реально делает этот препарат? Он делает кожу более сияющей, выравнивает тон, постепенно осветляет пигментацию, то есть это вот скорее для профилактики пигментации. Поддерживает плотность кожи и дает эффект салонного ухода после него. После курса применения этих ампул, вы знаете, у вас такое получается такое холеное, ухоженное лицо, как будто вы только что вышли от косметолога. И эффект использования этих ампул уже заметен через 2-3 недели. Я вам перечислила средства, которые визуально улучшают состояние кожи, делают ее более ухоженной, холеной. А сейчас перейдем к тем препаратам, которые содержат реальные, работающие антивозрастные компоненты типа ретиноидов, витамина С, пептидов, факторов роста. И это уже аптечные, какие-то аптечные, какие-то нет, но это препараты, которые уже напрямую воздействуют на возрастные изменения кожи. И начинаем с нашей любимой Меркадоны, с ее замечательной, кстати, марки, замечательного бренда Deli Plus, но он не ровный бренд, что-то у него хорошее, что-то плохое, но вот есть и хорошие препараты. И вот 6-й препарат в нашем топ анти-эйдж препаратов. 6-е место занимает ретинол Night Cream, ночной крем с ретинолом. Но уже по названию понятно, что главный активный компонент – это ретинол. Что, собственно, делает ретинол? И причем, что ретинол – это лучше всего изученный компонент, который оказывает такое антивозрастное действие. Ретинол, он ускоряет обновление кожи, стимулирует выработку коллагена, уменьшает поверхностные морщины, улучшает текстуру кожи и помогает при пигментации. А также в состав этого крема входит увлажняющая база, это глицерин, эмоленты, жирные кислоты, силиконы. Вообще в креме с ретинолом должна быть обязательно увлажняющие компоненты, потому что ретинол сушит кожу, может вызвать раздражение, и увлажняющие компоненты, они как бы нивелируют это агрессивное воздействие ретинола. А также входят вспомогательные компоненты, антиоксиданты, стабилизаторы и консерванты.
Что касается стабильности формулы, здесь важно понимать, что ретинол – это нестабильный компонент, а потому он разрушается от света, окисляется на воздухе и очень чувствителен к температуре. В бюджетных формулах, как правило, используется невысокая концентрация ретинола, используется мягкая его форма и упаковка чаще всего баночка и непрозрачный флакон. Ночной крем с ретинолом подойдет тем, кто только начинает знакомиться с ретинолом. Как правило, его начинают с самой низкой концентрации, там 0,1, по-моему, процент. А если вас жаба душит платить 40-70 евро за аптечные бренды, и если ваша кожа не очень сверхчувствительная. А 7-ю позицию занимает Reti-Age Serum от другого очень известного испанского бренда Sisderma. Это такой дерматокосметический бренд, который был создан в Валенсии. Это уже дерматокосмецевтика, это не супермаркет. А философия бренда такова, что он работает с активами, с ретинолом, с витамином С, пептидами, факторами роста. В производстве препаратов используются липосомы, это технология доставки активов глубоко в кожу, а также создаются формулы с клинической логикой. Клиническая логика – это когда средства созданы как такая маленькая система лечения, а не просто баночка с набором симпатичных, якобы хорошо работающих средств. Ну, может быть, не якобы, но это вот больше, так знаете, это не основано ни на каких научных данных, ни на каких научных разработках. И, собственно, аптечные бренды этим принципиально отличаются от супермаркетов, то, что их препараты создаются на основе клинической логики. Что входит в состав этого препарата? 3 формы ретиноидов. Ретинол, ретинилпропионат и липосомированная форма ретинола. Зачем, собственно, 3 формы ретинола? Это нужно для того, чтобы обеспечить постепенное освобождение ретинола в коже. Этот препарат вызывает меньше раздражения, он стабилен и он создает накопительный эффект. Также в состав этого препарата входят пептиды, еще одно прекрасное антивозрастное средство. Кстати, оно не так хорошо изучено и не имеет такой хорошей доказательной базы, как ретинол, но его применяют, и я его тоже, кстати, применяю. Возвращаясь, мы уже говорили о том, что есть такие понятия, как сигнальный компонент, то есть молекулы, которые не напрямую воздействуют, а через подачу сигналов клеткам кожи делают то или другое. Так вот, пептиды – это тоже сигнальные компоненты, которые, попадая в кожу, дают сигнал клеткам, разный сигнал. Но в данной ситуации, в этом препарате, пептиды дают сигнал коже. Производим больше коллагена, чиним повреждения и работаем поактивнее. Пептиды, вот именно с такими сигнальными формулами, они поддерживают плотность кожи, уменьшают морщины и улучшают тонус кожи. А также еще входит один супер-пупер компонент антивозрастной, так называемые факторы роста. Это такая уже тяжелая артиллерия, она намного тяжелее и активнее, чем ретинол и пептиды. И эти молекулы факторов роста, они уже ускоряют обновление клеток, помогают коже восстанавливаться и стимулируют процессы регенерации кожи. Эти вот и пептиды, и факторы роста, они уже используются в дорогой дерматокосметике. Также в состав препарата входят антиоксиданты, витамин Е и другие стабилизирующие компоненты, которые снижают окислительный стресс. Что мы можем сказать о стабильности препарата? Ну, ретиноиды заключены в липосоме, это хорошо, они защищены от света и воздуха и не разрушаются под воздействием этих эффектов. Формула разработана как дерматологическая, и концентрация сбалансирована для домашнего ухода. То есть по сравнению с бюджетными ретинолами, стабильность ретинола в этом препарате очень высокая. Что реально он делает? Он реально уменьшает морщины, улучшает текстуру кожи, работает с пигментацией, повышает плотность и создает накопительный эффект. То есть его применяют курсами, и даже после окончания курса он продолжает действовать. А эффект применения этого препарата виден уже через 6-12 недель. Если не видите, больше не покупайте этот препарат.
Следующий препарат. Это еще одна моя любимая испанская марка Cantabria Labs. Они, кстати, выпускают очень замечательные солнцезащитные средства, но у них есть крутые антивозрастные линейки. И вот одна из этих линеек называется Endokia Tensage. Ну, сначала немножко скажу о Cantabria Labs. Это фармацевтическая компания, которая специализируется на дерматологии. То есть это как бы вполне себе научная история. Это аптечный сегмент с научной базой. Endokia Tensage – это средство с акцентом на восстановление кожи и лифтинг без агрессии. Кстати, его очень часто назначают, эту линейку, после каких-то агрессивных процедур и при выращенной потере тонуса кожи. В состав этого препарата входит фирменный комплекс бренда, который называется SCA – Growth Factory Technology. Это очищенный биотехнологический экстракт, который получает из секрета улитки. Что он делает? Он стимулирует регенерацию, поддерживает синтез коллагена, ускоряет восстановление кожи, улучшает ее плотность. Короче говоря, он помогает коже чинить саму себя. Далее в этот препарат входят пептиды, сигнальные компоненты, которые поддерживают упругость кожи, уменьшают выраженность морщин, но работают мягко, без шелушения. В препарат входят антиоксиданты, витамин Е и другие стабилизирующие компоненты, которые защищают кожу от окислительного стресса. Ну и увлажняющая база, она всегда нужна там, где есть ретинол. Что касается стабильности формулы, то в препарате нет нестабильного чистого витамина С, нет агрессивного ретинола, активы устойчивые, и самое главное, здесь аптечная система контроля, которая делает состав препарата сбалансированным, безопасным и эффективным. То есть стабильность этого препарата очень высокая, это формула на каждый день, а не капризный актив, который теряет свою эффективность спустя пару недель. Что реально делает этот препарат? Он улучшает плотность кожи и делает лицо более собранным, смягчает морщины и улучшает текстуру кожи. Его часто назначают после процедур. Эффект накопительный он видит где-то через 4-8 недель. И девятый, собственно, финальный препарат – это линейка того же бренда Cantabria Labs, Endokia Cellich. Это, скажем, более тяжелая артиллерия, это усиленная формула для женщин, у которых уже кожа заметно истончилась, потерялась плотность, появились выраженные морщины и поплыл овал лица. Cellich – это более сильный препарат, чем Tensage. Он дополнительно содержит усиленный комплекс пептидов, более выраженный регенеративный блок и содержит формулы, направленные именно на плотность. Что делает эта линейка? Повышает плотность кожи, делает овал лица более собранным, смягчает морщины, улучшает текстуру кожи, ускоряет ее восстановление после солнца и процедур и активно работает с истончением кожи. Но важно понимать, что это не мгновенный лифтинг, это надо применять долго, курсами, и тогда постепенно кожа будет становиться более моложавой, то есть будет уплотняться, будут исчезать морщины, и выглядит она будет лучше. Эффект, опять же, накопительный. Первые изменения, как обещают производители, видны через 3-4 недели, выраженный результат через 6-8 недель. Вот, собственно, все 9 препаратов, которые я вам рекомендую попробовать, если вы живете в Испании или вообще, если вы живете там, где много солнца. Ну а сейчас, как и обещала, я вам расскажу о схеме ухода. Она, кстати, не менее важна для эффективности антивозрастного ухода, чем компоненты, потому что эти компоненты нужно применять в правильное время и в правильном сочетании, потому что если компоненты, которые друг другу не подходят, применять вместе, это может уменьшить эффективность того и другого ингредиента, и второе, вызвать раздражение. Итак, начнем с утра.
Утром вы кожу очищаете, дальше наносите антиоксидант, например, Proteus liposome ampulus от фирмы Amartiderm. После этого нужно нанести увлажнение. Это может быть 5х пор гиалуроник от Lacabin, либо гиалуроник концентрат от Isdin. Если у вас есть пигментация, надо нанести препарат Melancler от Isdin, далее крем, по вашему типу кожи, и SPF. Если вам нужен экспресс-лифтинг перед выходом на улицу или куда-то на свидание, то можете использовать Сесбелла Reaffirm Serum от нашей всеми любимой Меркадоны. Вечера отличаются. Вечера надо чередовать, потому что ретинол каждый день применять не стоит. Довольно агрессивные компоненты, коже нужно давать от него отдыхать. Поэтому есть такая рекомендация. 2-3 раза в неделю у нас такие называется вечер с ретиноидами. Мы очищаем кожу, наносим тонкий слой гиалурона. Вообще я рекомендую перед препаратами с ретинолом всегда наносить гиалуронку. И далее наносим препарат с ретинолом. Это может быть Reti-H Serum от Сесдерма, либо ночной крем с ретинолом от Меркадоны. Ну и наносим крем, если это необходимо. В остальные дни, не ретиноловые, мы идем по 2 вариантам. Первый вариант, если у вас снижена плотность и кожа имеет усталый вид, то применяем Endokea Selic от La Cantabria. И второй вариант, если вам нужна мягкая поддержка или постпроцедурный уход, то курсом применяем Endokea Tensage. Я понимаю, сейчас у вас, наверное, в голове там полный хаос и бардак. У меня такое же было, когда я во все это погружалась. Вот для того, чтобы вам легче было ориентироваться в этом море антивозрастных увлажняющих средств для зрелой кожи, я составила памятку, где рассказала о всех этих препаратах в виде таблички и о схеме ухода, и эту памятку я опубликовала в своем телеграм-канале. Заглядывайте, кстати, в мой телеграм-канал, потому что я считаю, что это такой бесценный источник информации и какой-то эмоциональной поддержки, потому что там я даю и прикладную информацию для адаптации жизни в Испании, там от законов, легализации, каких-то бытовых подробностей до таких эмоциональных переживаний, рассказа о своих психологических трудностях иммигранта. Они, к сожалению, у всех случаются. Поэтому я думаю, что мой телеграм-канал будет вам нужен и как такая база информационная, и как такая психологическая поддержка. Просто когда ты понимаешь, что ты не один испытываешь эти трудности в эмиграции, то сразу становится легче. А если вам интересен формат рилсов, то заглядывайте в мой инстаграм. Там я делаю такие короткие познавательно-развлекательные рилсы о жизни в Испании и в Европе. Ну, а сейчас обещанные фото до и после. Вот они. Значит, это фото сделано 5 лет назад. А другое фото сделано спустя 5 лет. Вот за эти 4 года что я делала? За эти 4 года я, как уже сказала ранее, 1 раз в год посещала косметолога, делала филлеры и ботокс, но за эти 4 года я очень активно изучала антивозрастные препараты и находила для себя оптимальные препараты, оптимальную схему ухода. И в итоге даже невооруженным глазом видно, да, что на старом фото у меня очень заметная пигментация и очень сухая кожа. А на фото, сделанном спустя 4 года, явно более светлый цвет лица, явно меньше стало пигментации, и кожа имеет такой увлажненный, ухоженный вид. При этом хочу сказать, что в домашнем уходе я не использовала никаких дорогих люксовых средств. Были либо бюджетные, масс-маркетовские средства, либо аптечная дерматокосмецевтика.
И опять же, помимо, я уже об этом говорила, но еще раз подчеркну, в данной ситуации повтор – это здорово, и об этом надо говорить, то, что очень важна схема ухода, потому что все вещества разные, все по-разному реагируют и на солнце, и на друг друга, и поэтому очень важно разработать правильную схему ухода, правильные средства в правильное время и в правильном сочетании. Кстати, если вам интересно, я могу поделиться своей схемой ухода. Если вы хотите, чтобы записала на эту тему видео, то напишите в описании под видео «Уход 50+», и я запишу видео. Ну, в общем, все, девочки. Я понимаю, что я вас утомила, да, наверное, этим долгим рассказом, но это очень полезная информация. Я вообще считаю, что каждый из нас должен быть сам себе косметологом, потому что никто, кроме нас, лучше не знает саму себя, свою кожу, что для нее хорошо, что для нее плохо. Поэтому изучайте, углубляйтесь, пробуйте. Ну, правда, грамотно пробуйте. Эксперименты тоже должны быть продуманными. Вот. Ну, а, конечно, главное – это любить себя. Вот через эти знания, которые вы применяете для того, чтобы выглядеть свежо, молодо, блистать, сиять, вы так проявляете любовь к себе. И даже если у вас есть замечательный партнер, мужчина, который вас любит, это вовсе не значит, что больше ни в какой любви вы не нуждаетесь. Я все равно считаю, что на первом месте у каждой из нас должна стоять ты. Любовь к мужчинам, людям, делу, детям, она начинается с любви к себе. Поэтому, девочки дорогие, девочки зрелого возраста, любим себя, заботимся о себе, лелеем себя и не устаем узнавать новое, изучать, для того, чтобы эту любовь реализовывать и, просыпаясь по утру, смотреть в зеркало и говорить: ой, как же я хороша, какая же я замечательная. Еще раз с 8 марта. Будь красивым, молодым, любимым. А я вас целую, ваша Юля.